Друзья, всем привет. Ну что, я продолжаю, наконец-то продолжаю свою серию видео о городе Припять. И мы, наконец-то, добрались, наверное, до самой знаменитой и в то же время для многих самой значимой части города. Мы, наконец-то, добрались до центра. Поэтому сегодня мы гуляем по центру города Припять. То есть Энергетик, Полесье, ресторан, Колесо, вот эти все места. И да, сегодня такое достаточно редкое последнее время событие для нас. Выпал снег. В городе безумно красиво. Если честно, я такой зимы уже не помню, наверное, года два. Потому что прошлая зима у нас была совсем бесснежная, совсем некрасивая. Сейчас же в Припяти, просто реально красота. Поэтому идем гулять по центру, получать эстетическое удовольствие от окружающего и от происходящего. Не переключайтесь, погнали! Итак, центр. Место, которое смотрит на каждого из вас, наверное, с абсолютного подавляющего большинства фотографий, фотоснимков, видеоматериалов. Место, которое знаменито, которое известно. И, наверное, это и есть основная причина, почему я так долго тянул с этим видео. В этот раз нам повезло в плане погоды, потому что Припять, центр Припяти как таковой можно увидеть много где, а центр Припяти со свежим снегом – это уже, скажем так, небольшой эксклюзив. Итак, давайте начнем. Начнем мы с места, которое известно как супермаркет, магазин. Тот самый магазин, который в свое время отнял первенство самого большого магазина в городе Припять у 14-го гастронома. Во втором микрорайоне есть видео, можете посмотреть, перейти по ссылочке. Были мы там, но когда был построен этот маркет, если можно так сказать, хотя, понятное дело, тогда таких слов еще не было, гастроном номер 14 свое первенство утратил. Да, друзья, для Советского Союза на самом деле это была достаточно редкая вещь. То, что привычно для нас сейчас, то есть зайти в торговый зал, набрать необходимые продукты и расплатиться один раз на выходе. Так вот, в Советском Союзе такая система была достаточно новой и считалась весьма прогрессивной. Несмотря на то, что в Москве, в Советском Союзе еще в 70-х годах появлялись автоматические магазины, универсамы так называемые, в большинстве же городов Советского Союза это была в какой-то степени диковинка. Ну и один из таких вот диковинных магазинов был в городе Припять. Идем дальше, и, посмотрев на уже современное искусство, мы подходим к Дворцу культуры «Энергетик». Вопреки расхожему мнению, это не было, скажем так, эксклюзивным зданием, построенным в городе Припять. Это достаточно типовой проект. Подобные дворцы культуры были во многих
городах Советского Союза. Я вот подкину вам фоточек, можете посмотреть. Единственное, что уточню, что для Припяти это была все-таки индивидуальная версия типового проекта. Все виды развлечений доступны советскому человеку, в том числе и бассейн. Да, для тех, кто вдруг об этом не знал, в Припяти бассейнов было больше одного. Подходим уже к галерее центрального входа в городской парк, однако прежде чем мы туда свернем, еще буквально несколько слов об отеле Полесье. Отель этот стал известен и знаменит после аварии, поскольку именно здесь располагался, во-первых, дозиметрический пост, а во-вторых, здесь был штаб ЛПА. Причина очень простая. Дело в том, что с крыши отеля открывается прекрасный вид на 4-й блок. После окончания активной фазы ликвидации отель был заброшен. И с тех пор вот он находится в таком состоянии. Сейчас идем уже от центра в сторону Центрального парка культуры и отдыха, известного, в принципе, среди людей, интересующихся Чернобыльской зоной, почему-то как парк развлечений, он же Эмбизмен парк. На самом деле, я уже говорил много раз, что его правильное название — Центральный парк культуры и отдыха. И да, такая короткая историческая справка. На самом деле, этот парк никогда не был открыт для посетителей. Дело в том, что его открытие планировалось на 1 мая 1986 года. Однако 4-й блок Чернобыльской атомной электростанции внес свои небольшие коррективы в этот план. И именно поэтому ни парк, ни стадион так и не были, давайте говорить, пущены в эксплуатацию, не были открыты для посетителей. Друзья, я в принципе даже и не знаю, что добавить на тему Центрального парка культуры и отдыха. Это достаточно известная, достаточно знаменитая локация, места, которые сфотаны, сняты на видео, наверное, уже со всех сторон. Поэтому давайте просто на нее посмотрим. Да, и пускай вас не смущает некоторая замыленность кадров с воздуха. Дело в том, что по техническим причинам летал я уже на следующий день, после того, как мы снимали с Земли. Погода поменялась, было слегка туманно, и именно поэтому вот такой немножко мрачновато необычный сайлент-хилловский вид города Припять получился с воздуха. В принципе, на этом моменте можно было и заканчивать историю. Но нет, есть еще несколько локаций в центре города, о которых бы хотелось коротко, но упомянуть. В первую очередь, конечно же, это кинотеатр «Прометей» и музыкальная школа. Лично мне они симпатичны в первую очередь мозаикой авторства Ивана Литовченко, известного автора, который оформлял в том числе и станцию метро Шулявская в городе Киев. А рядом с Прометеем находится здание, которое известно как Дом призывников. И вот здесь я обращаюсь к зрителям моего канала. Если среди вас есть припятчане,
Я бы очень хотел узнать историю или какие-то факты об этом месте, потому что, каюсь я, что касательно вот этого места, я полностью плаваю, никакой информации найти не удалось. Люди, которых спрашивал, общался, мне также ничего интересного рассказать об этом не смогли. И также мне хотелось упомянуть еще узел связи и бывшее сердце города Припять, горсовет. Место, в котором после аварии обитала НПО «Комплекс». НПО, которая занималась ликвидациями последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Спасибо, что смотрели, друзья. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. До новых встреч. Еще раз вас с наступившим уже Новым годом. Счастливо!